Глава 52. Страшная сила в Конохе. Нам пришлось двигаться крайне быстро. Опоздать на такую важную встречу было бы непростительно. Несясь по крышам домов, я думал над словами Джираи. Он довольно легко согласился с моей позицией. К тому же отстал с дальнейшими расспросами. Если он сможет спасти Яхика, Нагата и Конан, то в любом случае задастся вопросами, даже несмотря на то, что я тщательно пытался замаскировать свои мысли под обыкновенное рассуждение. Такими глупыми трюками не удастся провести того, кто долгие годы являлся лучшим шпионом за пределами деревни. Поэтому до момента его возвращения я должен сделать все, чтобы доказать свои чистые намерения, иначе попросту попаду в весьма неприятное положение. Черт, эти его неоднозначные и многозначительные ответы и правда сбивают с толку. Он просто играет со мной, пытаясь вывести на чистую воду, либо действительно лишь строит из себя знатока. Как же все сложно. «О, кажется, нас уже ждут!» – крикнул Джирай, указывая на Минато-сенсея, который стоял около резиденции Хокаге. Мы ускорились. Через минуту, аккуратно приземлившись, двинулись к нему навстречу. «Вижу, тренировка была увлекательной», – как всегда добродушно ответил учитель, осматривая нас с ног до головы. Да, уж я преподал этому самоуверенному мальчишке пару неплохих уроков», – гордливо протараторил сенсей-извращенец. Я глянул на него с толиком возмущения, но лишь устало выдохнул. Пусть это будет его минутой славы. «Но этот парнишка и правда достойный ученик», – заключил Джирая, хлопнув меня по плечу. Так сильно, что я чуть не упал. «Вот как?» – удивился Минато-сенсей. «Не часто услышишь от вас такую похвалу, учитель. Ты молодец, Обита». Его слова слегка смутили меня. Стало даже как-то неудобно, что меня вот так вот расхваливают. «Джирай-сенсей, нам пора», – спокойно продолжил Минато. «Точно! Пошли, Обита!» «Обита? Учитель, вы хотите, чтобы он пошел с нами?» Что за вопросы? Конечно! Я же обещал, что буду его сегодня тренировать. Это вторая часть наших занятий». Но вы сами понимаете прекрасно, допуск на нулевой уровень не такая вещь, которую выдают каждому, логично заключил Минато, прикладывая руку к подбородку. «Я не сомневаюсь в ваших методах, однако готов ли Обита к тому, что предстоит увидеть? Это меня очень волнует». «Ты слишком много переживаешь, Минато. Нельзя же вечно держать учеников в безопасности. Они должны сталкиваться с трудностями и испытаниями. Только тогда им удастся постигнуть все тонкости жизни шиноби». Понял», – выдохнул сенсей, грустно улыбаясь. «Что требуется от меня?» «Подыграй мне. Ты все поймешь, когда я начну свою небольшую сценку». Минато молча кивнул. Между этими двумя удивительная синергия. Спокойный и рассудительный Минато и его взбалмошный учитель Джирая. Удивительно, как они добились такого понимания. Этого озабоченного старика не каждый сможет терпеть. Мы вошли внутрь. Член Анбу в маске медведя уже стоял рядом с лестницей. Он быстро подошел к Минато и Джираи, после чего поклонился и проговорил холодным, спокойным голосом. «Минато-сан, Джирая-сама, Хокаге осведомил меня о том, что вы собираетесь на нулевой уровень, поэтому велел выдать пропуска». «Видимо, с последнего раза защита усилилась?» – серьезно спросил сенсей. «Да. Мы опасаемся, что все опять выйдет из-под контроля. Более того, ходят слухи, что вражеские страны уже пытаются выведать подробности этого дела и далеко не в мирных целях, как изначально предполагалось». «Кто же допустил утечку информации?» – встрял Джирая, говоря довольно резко. «Разве не ваша задача следить за сохранностью секретов деревни?» И я приношу свои извинения. Голос бойца дрогнул. «Мы уже устранили проблему. К счастью, это все осталось лишь слухами». «Очень на это надеюсь. Не хотелось бы потом мотаться по свету, разыскивая истоки этих ваших слухов. В любом случае, я вижу всего 2 пропуска». «Да, все как было предписано. На вас и Минато-сана». «Да, очень странно, потому что их требуется 3. Вы забыли о нем». С этими словами Джирая кивнул головой в мою сторону. Член Анбу взглянул с явным удивлением. Он настолько переволновался, что вообще меня не заметил походу. «Но при всем уважении, у нас инструкция от Хокаге-сама. В списке числится только 2. Обита Учиха не имеет допуска к такой информации». «Да, очень жаль, ведь Хокаге же был за мое участие в этом процессе. Ну а мне требуется этот парнишка». «Нам не положено пропускать его», – тихо процедил боец. Джирая глянул на Минато. Тот слегка откашлялся и вмешался в разговор. «Все же, сенсей, он прав. Есть информация, которую лучше знать как можно меньшему кругу лиц. Вы точно уверены, что Обита должен присутствовать?» Боец Анбу слегка прибодрился, даже выпрямился, ощущая, что на его стороне Минато. «Да,
Без него даже соваться не буду. Ищите себе кого-нибудь другого. Вот как? Тогда я с вами согласен. Участие Обита будет не лишним, учитывая, что отчасти он знаком с ситуацией. Человек в медвежьей маске был окончательно сломлен. Он аккуратно вертел головой, пытаясь понять, как ему реагировать. Видимо, это и был тот самый небольшой спектакль. Может, мне лично подняться к своему бывшему учителю и устроить на эту тему прекрасную беседу, отрывая его от ужасно важных дел. Интересно, что он потом скажет о бойцах спецподразделения, которые не могут решить такую банальную проблему? Джирайя наседал все сильнее, в его голосе читалась нешуточная издевка. Член Анбу опустил голову, после чего, вернув самообладание, ответил: «У нас есть четкие указания от господина Третьего, мы их выполняем. Джирайя-сама, при всем уважении, я не могу пропустить еще одного человека». «О боги, что ж за упрямец!» В этот момент к человеку в медвежьей маске переместился еще один боец. Он нашептал тому что-то на ухо и вручил небольшой свиток. «Понятно», — ответил тот, после чего обратился к нам. «Лорд Хокаге разрешил пребывание Обита Учихи на 0 уровне при условии соблюдения конфиденциальности». «Ха, иными словами, Обита, эти парни за тобой еще долго следить будут», — весело отметил Джирайя. Я посмотрел на бойца Анбу, который протянул мне свиток, после чего я молча кивнул и принял его. «Вот и хорошо. Спасибо, учитель. Я рад, что вы используете шар по назначению. Хотя мы могли бы вместе посмотреть через него в более приятные места». Где-то наверху послышался звук, напоминающий грохот. Минато-сенсей прикрыл лицо рукой, стараясь скрыть неловкость от этой ситуации. Спустя минуту мы отправились по лестнице вниз. Мы шли по длинным, темным и мрачным коридорам. Тусклый свет ламп то и дело тухнул. Это место всегда мне больше напоминало дорогу к карцерам. «Ты уже бывал тут, Обита?» – спросил Джирайя. «Не выглядишь особо удивленным». Просто здесь рядом дорога к арсеналу. Я несколько раз получал там вооружение, когда меня отсылали на особо длительные или опасные миссии». «Вот как? Значит, ты у нас универсальный шиноби. А я-то думал, ты просто повыпендриваться любишь». «Кто бы говорил?» – возмутился я. «Да ладно вам», – отрезал наш разговор Минато-сенсей. «Не забывайте, где мы находимся. Простите, сенсей». «Извини, Минато». Мы оба попросили прощения, словно два ребенка, которых отчитали за шалость. Продолжив путь, я заметил, что коридоры стали более замысловатыми. Большое количество развилок, а проходы, как мне показалось, стали сужаться. Когда мы прошли дальше, то приблизились к лестнице, которая вела в темноту. Со всех сторон быстро и неожиданно нас окружили члены Анбу. Они были в серых плащах, которые полностью скрывали их тела. Судя по их стойке, им совершенно не важно, кем мы являемся, они в любую минуту готовы атаковать. Минато-сенсей открыл свой свиток и вытянул руку вперед. Я и Джирайя последовали его примеру. Один из бойцов выступил вперед, взглянул на них, после чего он откусил палец и провел по бумагам своей кровью. Вокруг все озарилось яркой и короткой вспышкой света. Затем он мотнул головой в сторону лестницы и исчез с остальными во тьме. Свистнул Джирайя. «Вы тут что, оружие массового поражения храните?» «Вы не так далеко от истины, сенсей», — холодно ответил Минато, двигаясь вперед. Вот теперь даже мне стало не по себе. Что же такое содержится на 0 уровне, что требует присутствия 2 гениев фуинзюцу, и почему я косвенно с этим знаком? У меня самые страшные предположения. «Обита», — вывел меня из раздумий учитель. «Не отставай. Коридоры здесь имеют свойство меняться. Если потеряешься, то можешь и не выйти». «Да, простите», — сказал я, быстро нагоняя их. Мы спускались все глубже и глубже. Казалось, что эта лестница бесконечна. Тьма вокруг нас сгущалась. Воздух становился все холоднее. Пришлось опираться о стенку, чтобы не шлепнуться вниз. Ведь неизвестно, сколько мне пришлось бы лететь, прежде чем достигнуть низа. И когда я уже отчаялся увидеть конец этому спуску, Минато-сенсей остановился. Выглянув из-за спины великого Саннина, я увидел стену, тупик в конце. «Джирайя-сенсей, Обита, приготовьте свои свитки и следите за мной». Мы послушно выполнили его указания. Минато начал складывать печати над развернутым свитком. Я быстро активировал шаринган, копируя эти быстрые движения. Сложную, однако, формулу они используют», — весело отвечал жабий мудрец, совершенно спокойно делая ручные печати, даже опережая Минато. «Теперь коснитесь бумаги, а после приложите руку к стене». Эту команду мы выполнили. Печати расползлись в разные стороны, и стена, словно по волшебству, стала прозрачной. Медлить было нельзя. Мы вошли внутрь. Помещение
Помещение больше напоминало лабораторию злого ученого. Несколько столов с беспорядочно лежащими свитками, стеллажи с различными книгами. Вверху висело несколько ламп, которые ярко освещали комнату. Колбы с различными цветными реагентами размещались в углу на длинной столешнице. Но самое примечательное было посередине помещения. Темный барьер, который окружал нечто ужасное. Все мое нутро болезненно содрогнулось. Минато-сенсей подошел к нему и сложил печати. Барьер тут же спал. Лицо учителя скривилось. Все стало намного хуже. Джирайя тут же направился туда. Спустя миг его до этого спокойный лик изменился. Он прикусил губу и пробубнил: «Неудивительно, что вы вызвали меня сюда». Я долго медлил, прежде чем посмотреть. Наконец, переборов неуверенность, я поравнялся со своими компаньонами и понял, почему все так отреагировали. Тело с участками, пораженными огнем, хоть его и отмыли. Но я точно знаю, что поразили. Мертвенно-бледное лицо вызывало ужас. И то, что я не видел уже много лет. Печать в виде цепей, которые соединялись в центре живота в виде замка. «О Ками?» – тихо прошептал я. «Ты знаешь, кто это, Обита?» – удивленно спросил Джирайя. «Да, мы сражались против него очень давно. Это должна была быть обычная миссия ранга Д, но она обернулась для нас ужасной битвой с этим существом». Минато-сенсей кивнул головой и продолжил. «Все так, как говорит Обита. Этот человек назвал себя Свободный Волк. Также он упомянул, что является последним представителем своего рода». «Волк?» – задумчиво процедил мудрец. «Есть еще какие-нибудь подробности?» Его стиль ведения боя основывался на высвобождении странной чакры. Несмотря на мои исследования, мне мало что удалось узнать о ее природе. Все завязывается на этом замке, к которым идут цепи. Как только они исчезли, из него вылезли уродливые демонические собаки, что наносили серьезные травмы. К тому же Аками использовал так называемое адское пламя. При контакте с противником оно частично выводило его из строя, будто бы чакра попросту сгорала. Ко всему прочему, тело испытывало страшную боль. «Это все?» – уточнил Санин. «Был еще тот красный дым!» – воскликнул я. «Он парализовывал все тело». «Верно», – согласился сенсей. «Если бы не сила Обита и его план тогда, мы могли бы погибнуть». Минато положил руку мне на плечо и с благодарностью посмотрел своими голубыми глазами. «Ясно. Значит, этот человек, используя силу печати, совершал технику призыва. Более того, он явно принадлежал к какому-то из кланов, которые специализируются на запечатывании. Да, но в наших источниках о клане Оками нет никаких сведений. Если об этом не пишут, значит, кто-то хотел сохранить подобную силу в секрете. Не думаю, что подобных ему было много», – заключил Джирайя, подходя к столу, на котором лежал Оками. «Однако теперь он мертв. В чем же именно проблема?» «В его силе», – ответил Минато, становясь напротив Санина. Он указал на звенья цепей, которые были лишь на груди. Они казались уже не такими четкими, какими я помнил их тогда. «Его печать разрушается, и с каждым годом это происходит все быстрее и быстрее. Я опасаюсь того, что произойдет, когда цепи исчезнут окончательно. Если сила, заключенная в Оками, действительно так велика, то это может обернуться последствиями не только для Конохи, но и для всего мира». «Что насчет других стран? Этот вопрос выносился на обсуждение?» «Да, но после войны градус недоверия только возрос. Даже несмотря на такую угрозу, Каги не пришли к соглашению. Да и даже если бы пришли, не так много специалистов, владеющих запечатывающими техниками. Но есть небольшой плюс в том, что скрытые деревни предоставили нам всю возможную информацию о древних техниках фуинзюцу. Поэтому удалось ненадолго замедлить ее самоликвидацию». Джирайя внимательно слушал и одновременно осматривал тело Оками. Его глаза быстро бегали туда-сюда в надежде зацепиться за какую-то незначительную деталь. «Все очень скверно», – отметил Санин. «Есть еще что-то, что я должен знать?» «Я ничего не припомню», – задумчиво ответил Минато-сенсей. «Ритуал», – выпалил я машинально, вырвав этот момент из памяти. Удивленно отреагировали оба. Он говорил о каком-то ритуале. Понимаю, это может быть просто его больной бред, но Аками жаловался на голод, который разъедал его изнутри. Изначально я думал, он планировал поглотить нянята, потому что Нинека, имеющие 9 жизней, обладают большой связью с природной энергией. Полагаю, таким образом он хотел хоть ненадолго унять боль внутри себя. Но встретив нас, особенно Минато-сенсея, Аками изменил план. Наверняка этот человек рассчитывал, что, забрав чакру желтой молнии Конохи, надолго забудет
забудет об этом чувстве. Получается, это так называемый голод подталкивал его на постоянную подпитку? Думаю, да. Значит, печать требовала постоянной поддержки в виде чакры, и с каждым разом ее требовалось все больше и больше, рассуждал Джирайя, ходя из стороны в сторону. Учитывая то, что печать все еще не рухнула, Аками уже имел определенный запас, но недостаточный, чтобы справляться с силой внутри себя, поддержал мысль Минато-сенсей. Скорее всего, эта мощь и свела его с ума. Быть может, он и не был убийцей, но что-то в конце концов сломило его рассудок, доведя до безумия. После этих слов мы замерли, переводя взгляд на мертвеца. Все прекрасно понимали, если эта неведомая сила вырвется наружу, запечатывать ее назад будет крайне трудно. Молчание прервал Джирайя. «Ты говорил, что разрушение печати стало быстрее. Это как-то фиксировалось? Есть ли какая-то закономерность?» Особой ритмичности не отмечалось, но каждый раз, как разрушалось одно из звеньев цепи, высвобождалась часть чакры. Специалисты, которые были тут в этот день, погибли, поэтому информации нет. «Погибли?» – воскликнул я. Да, их тела нашли лежащими тут. Они были полностью иссушены досуха, словно бы их трупы пролежали тут не один десяток лет. С тех пор тело Аками окружено барьером, а за выбросами чакры следят специально обученные сенсоры. «Угораздило же меня попасть в такую жопу!» – буркнул Джирайя, почесывая затылок. «Давай внимательнее его осмотрим». Жабий мудрец начал исследовать печать. Он сложил пальцы на руке в знак тигра. «Печать не очень-то охотно пропускает чакру. Значит, сдерживающая способность все еще велика. Скорее всего, его ослабление происходит именно в период разрушения звена цепи. Рисунок словно выжжен на теле. Тому доказательство шрамы, которые остались на необожженных участках кожи. Эта печать отличается от тех, что используют сейчас». «Согласен», – подтвердил догадку Минато-сенсей. «Работа явно небрежная. Сомневаюсь, что эту печать делали специалисты фуинзюцу. Скорее всего, эти люди обладали какими-то знаниями, но явно не полными. Техника запечатывания не была закончена правильно». «Тогда у нас несколько вопросов», – продолжил Санин. «Кто поставил эту печать? Какой клан обладал такими знаниями? Сколько лет этой технике? И самое главное, что они пытались запечатать в этом теле?» Говоря это, Джирайя смотрел прямо в глаза Минато. Тот, понимающе кивнул, после чего ответил. «Несмотря на то, что это определенно связано с кланом Узумаки, среди имеющихся у меня сведений нет никаких данных о таком виде печати. Скорее всего, в мире уже вряд ли сохранились источники о чем-то настолько старинном, как, например, такие техники запечатывания». Я склонил голову. Сенсей звучал довольно грустно. Он был опечален, что клан Узумаки, как и их деревня, были уничтожены во время Второй мировой войны шиноби. Те знания, что уцелели, являются лишь каплей в море всей информации. «Дело приобретает совсем скверный оборот. Что ж, нам придется пойти на радикальные меры», – пробормотал Джирайя, пиля взглядом тело Аками. «Радикальные?» – спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Джирайя-сенсей хочет поставить сдерживающую печать», – начал пояснять Минато. «В точку», – утвердительно ответил жабий мудрец. «Сейчас у нас нет времени на полемику, если мы не придумаем, как на время поисков информации остановить разложение печати, то может произойти нечто ужасное». Я понял. Каков план? Без колебаний слова сами сорвались с моих уст. Отличный настрой, малой. Мы используем две печати. Первая из них печать 5 элементов. Ее поставлю я. Второй будет техника печати подавления зла. Ее установит Минато. Его запас чакры гораздо больше моего, поэтому я доверяю ему, а ты будешь ассистировать нам. «Вы уверены, сенсей?» – воспротивился Минато. «Это опасно, хоть я и верю в Обита, но у него пока еще нет опыта в столкновении с подобным». Ты недооцениваешь этого парня, Минато. Пообщавшись с ним, я увидел нечто большее, чем обычный жизненный опыт. «Хорошо, Обита, будь внимателен, и в случае чего сразу же уходи отсюда. Сенсей, при всем уважении, но я не брошу вас обоих, даже если на кону моя жизнь. Более того, в этом нет необходимости, ведь мы обязательно справимся». «Вот это настрой! Моя школа!» – крикнул Джирайя, вскидывая руки вверх. «Как всегда, вы оба полны сил», – усмехнулся Минато-сенсей, слегка покачав головой. «Что же, тогда и я не буду отставать. Сделаем это». И мы начали подготовку к этому сложному ритуалу. Продолжение следует.